Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как заменить механизм сливного бачка обычного современного унитаза. У нас есть такой неработающий бачок. Механизм полностью вышел из строя из-за воздействия высокой температуры воды. Некоторые элементы полностью повело, скрутило, как клапан подачи воды. И необходимо все это поменять. Еще и плюс ко всему потекла прокладка, которая находится между унитазом и сливным бачком. Будем менять ее на резиновую, потому что это выполнено из тонкого материала, не термостойкого. В первую очередь необходимо демонтировать старый механизм сливной, клапан слива, клапан налива, и отсоединить сливной бачок от основной части унитаза. Вынимаем все части, они же откручены. И займемся откручиванием этих двух болтов, которые внизу прикручены гайками-барашками. Здесь есть такая резиновая прокладка и обычная металлическая шайба. То же самое делаем с другой стороны. И демонтируем сливной бачок, просто потянув его вверх. Теперь рассмотрим комплектацию комплекта сливного бачка. Согласно инструкции, здесь есть клапан впуска и клапан выпуска и все фитинги. Здесь новая сливная кнопка, клапан выпуска в сборе, клапан впуска воды. Есть две прокладки, одна выполнена из резины, вторая из поролона, которая устанавливается между бачком и корпусом унитаза. Есть две новые гайки с прокладками, которые крепят сливной бачок к унитазу. Сначала необходимо заменить прокладки, а в случае необходимости и все болты крепления сливного бачка к унитазу. Здесь ключиком на 10 можно откручивать, или же просто руками, если он у вас очень ослабленный, этот крепеж. Здесь также одеваются резиновая прокладка с металлической шайбой, чтобы не раздавить при затягивании гайки унитаз. Вот такой внешний вид этих гаек. Резина слегка потрескалась и пересохла. Поменяем на новые. Меняем прокладки конусные на новые. А вот гайки оставляем старые, потому что в новом комплекте вот такие пластмассовые одноразовые гайки, которые могут лопнуть в случае перегрева. Поэтому оставляем обычные гаечки на 10. Также я ставлю шайбы металлические, которые тоже из металла, а в новом комплекте очень маленькие и ненадежные шайбы. И затягиваем эти гайки хорошо ключом. Так, чтобы конусная прокладка изнутри плотно погрузилась на свое посадочное место. Теперь устанавливаем в унитаз новый сливной клапан. Не забыл поставить сюда прокладку. Он должен размещаться в унитазе боком, этим регулировочным штоком в сторону. Можно сюда, чтобы не мешало клапану налива. И с этой стороны закручиваем пластмассовую гайку. Очень аккуратно, с небольшим усилием, чтобы она не лопнула. И теперь необходимо поставить на свое место клапан налива. Не забываем поставить сюда маленький фильтр. В случае необходимости его можно снять и почистить. Надеваем резиновую прокладку.
и ставим его на свое место. Он должен располагаться так, чтобы шток регулировки и клапан ничто не упирались. И закручиваем гайку пластмассовую от руки. Прокладка между унитазом и бачком уже слегка просела, поэтому мы заменим ее на резиновую, плотную, которая имеет большую жесткость и будет выдерживать большие температуры. Одеваем ее на пластмассовую гайку плотно. Вот следной бачок готов для монтажа на унитаз. Аккуратно устанавливаем его на свое место, стараясь ничего не поломать. Вот он предварительно стоит. Осталось закрутить внизу на шпильке барашки, одев резиновые прокладки и металлические шайбы. Сначала одеваем резиновую прокладку, затем металлическую шайбу и затягиваем барашком гайкой. Затягивать гайки необходимо равномерно, чтобы бачок не перекосило и не было протечек воды. Теперь подключаем шланг подачи воды к впускному клапану. Здесь пластмассовая резьба, поэтому стараемся крутить аккуратно, чтобы ее не повредить. Сейчас важно отрегулировать столб воды в сливном бачке, воспользуясь этим штоком. Я отрегулировал уровень по старому, как было в прошлом бачке. Это вынимается шток, переставляется выше или ниже по этому поплавку. Теперь необходимо выставить слив. Вот уровень воды в бачке стабилизировался. Мне пришлось слегка приподнять эту рамку для того, чтобы кнопка доставала до своей резьбы. Она регулируется путем поджатия усика с двух сторон, слева и справа на фиксаторах, и уже она стоит на своем месте. Также необходимо подрегулировать этот шток, чтобы при полном нажатии кнопки открывался он до конца вверх. И теперь можно ставить на свое место крышку. Здесь слегка подрегулируем центральное местоположение штока и закручиваем в нее кнопку. Проверим, как работает унитаз. Слив идет качественно, воды хватает, и при набирании бачка идет отсекание подачи воды. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как своими руками отремонтировать сливной бачок. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!